Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на приеме у меня был пациент, который буквально впервые в жизни, буквально 2 дня назад у него появилась шишка в области ануса. Естественно, были боли сильные, он не сдержался и он обратился к нам на прием. Что он рассказал? Во-первых, он был очень сильно напуган, потому что вот с его слов он понял, что у него геморрой, он окунулся в интернет, он увидел эти всевозможные осложнения, естественно, ему представилось, что все это его ожидает, и через все это он должен пройти, но стоп, друзья мои, я ему объяснил, что, дорогой мой, у тебя просто обострение наружного узла, просто в результате запора, а у него был запор, было сильное напряжение, в этот момент микрососудик в перианальной зоне лопается, надувается шарик, примерно так же, как вот штангист поднимает, когда мощную штангу он поднимает, у него может лопнуть сосудик вот в мышце, надуется шарик. Просто здесь он не такой болезненный, как на попе. Промежность у нас очень сильно иннервируется, и даже небольшой шарик, который растягивает перианальную зону, вызывает достаточно сильные боли, и, конечно же, человеку кажется, что все, у него геморрой, это на всю жизнь, и теперь он станет чуть ли не полуинвалидом. Мы поговорили с этим пациентом, я ему объяснил, что истинный геморрой – это совсем не то, о чем он думает. Вещь, которая случилась с ним, это чисто внешнее проявление, да, это острое, но это острое проявление внешнего геморроя. Небольшой курс лечения, у него это все обязательно пройдет, и в принципе в последующем никаких последующих проявлений геморроя он испытывать не будет. Вот очень часто женщины, когда даже приходят и говорят: вот доктор, у меня 10 лет назад были роды, и вот после этого, вот с тех пор у меня этот геморрой, и когда мы смотрим, когда мы обследуем этого человека, эту женщину, то видим, что на самом-то деле внутренние узлы, которые есть истинный геморрой, это внутренние узлы, которые находятся на определенных местах внутри анального канала, они спокойны, они не увеличены, они не кровят, они не выпадают. Да, проблема внешних узлов, то есть периодически в течение вот этих лет после родов периодически наступает обострение этих узлов, которые связаны с чем? Как правило, это запор, иногда бывает понос, иногда женщина дома подняла что-то тяжелое, сдвинула там какую-то тумбочку, наступает напряжение, микрососудик лопается, и вот вам, пожалуйста, это обострение. Друзья мои, нужно очень четко различать, что такое истинный геморрой и что такое вот внешнее его проявление, которое проявляется вот подобными периодически наступающими обострениями. И поэтому, если вот человек приходит с такими вот сильными болями, когда действительно он еле-еле доехал до нас, то просто назначить ему таблеточки, просто назначить ему свечи или мази, это будет не совсем корректно. Вот в таких случаях мы, как правило, назначаем ему очень небольшое вмешательство под названием тромбэктомия, причем не просто тромбэктомия, а тромбэктомия с вапоризацией ткани в данной зоне, то есть под анестезией, очень маленький разрез, удаляется тромбик, выпаривается ткань, все, остается небольшая ранка, боли тут же уходят, все, человек счастливый и практически без боли уходит домой. Да, есть ранка, но она потихонечку заживает, использует при этом человек определенные гигиенические мероприятия и, соответственно, с наложением повязок с мазями. Да, у нас были случаи, когда подобного рода обострения наступали очень часто. Даже скажу вам, что у нас был рекорд, когда в течение года у одной женщины было 7 раз, представляете, почти ежемесячно у нее наступал вот этот тромбоз,
И это было очень и очень некомфортно, потому что, представляете, каждый месяц выходить из строя на определенное время. И в таких случаях, да, мы предложили ей операцию, мы убрали ей полностью и внутренние узлы, убрали ей внешний компонент, и все, проблема полностью была решена. Так что, друзья мои, я еще раз просто хочу подчеркнуть, что есть очень четкая градация между истинным геморроем, о котором мы поговорим чуть-чуть попозже, в другой раз, и теми проявлениями наружными, которые нередко бывают даже вообще у людей, у которых вообще нет геморроя. Даже более того, у оперированных больных. Люди, которые полностью оперированы, у них редко, но иногда бывает, случается подобного рода обострение, когда на фоне полного здоровья, полного отсутствия внешних узлов, опять-таки в результате очень мощной такой взрывной нагрузки возникает такой шаричек, который в принципе проходит тем или иным способом. Либо консервативно, либо очень небольшим оперативным пособием, которое по времени занимает, может быть, от силы 1 минуту. Друзья, как-то так. Так что, пожалуйста, задавайте вопросы, если что кому непонятно. Ставьте пальчик наверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. До свидания.